Миша, твоя задача оценить массу конфеты Чупа-Чупс с помощью листа бумаги формата А4 и пары кусочков скотча. Ну, то есть это такая экспериментальная задача, где нужно придумать соответствующий метод. Михаил Александрович, Да, но здесь же целая пачка бумаги и рулон скотча. Это так надо? пачка со смыслом, мы еще вернемся к этому вопросу. Ну, а скотч он просто с запасом. А массу конфетки нужно найти суммарную? Да, леденца, обертки и палочки, ну, то есть вот разворачивать ее не нужно. Ясно. А это вот все? Неужели больше ничего нет? Нет, это все оборудование. Другое использовать нельзя, только то, что вот сейчас было приведено. Ну, кажется, что этого более чем достаточно. Так что, Миш, думай. Ну и вот вы тоже подумайте, пока я рассказываю вам о том, что это за видеоролик. Ну, как вы уже поняли из названия, посвящен он решению экспериментальной задачи по физике, ну и ориентирован прежде всего на школьников, на учащихся с 7 по 11 класс. Единственное, семиклассникам, наверное, только с середины вот учебного года, когда вот в школе немножко расскажут о статике. Ну а так, если вам нравится этот предмет, вам интересна физика, то вне зависимости от вашего возраста вам должен быть интересен этот урок. Так что смотрите, впитывайте и наслаждайтесь. Приятного вам просмотра. У меня есть мысль, мысль, и я ее думаю. Какая мысль? Но обычно массу находят по формуле плотность умножить на объем. Это верно, но объем конфеты тебе неизвестен, вряд ли, используя вот это оборудование, получится его найти. Более того, средняя плотность конфетки тебе тоже неизвестна. Но получается, надо как-то по-другому. Какие еще варианты есть? Взять электронные весы и не мучиться. Нет, нельзя. Почему? Весов в оборудовании-то нету. И что тогда делать? Миша, давай попробуем ассоциативное мышление. Вот этот некоторый фрагмент, деревянный кусочек, его длина составляет 5 сантиметров. Необходимо оценить длину вот этого кусочка картона. Ну вот, держи. Ну, это кажется понятно, просто последовательно передвигая вот этот деревянный брусочек вдоль картона, надо понять, сколько вот он будет укладываться раз. Ну, мы же оцениваем, попробуем оценить. Так, значит, раз, да, раз, два, три, четыре. Ну, 4 раза он укладывается в картонке. Если его длина 5 сантиметров, да, 5 и 4, 20 сантиметров получается длина вот этой картонки. Да, все правильно. Ну а как вот этот вот кусочек дерева в рамках нашего опыта назвать можно? Имя ему можно какое-то дать? Этот Да, да. эталон длины. Именно. Фрагмент эталонной длины. Ну ты же определял длину картона как раз путем ее сравнения с эталоном. Я так понимаю, теперь мы возвращаемся к нашей задаче. Ага. Тебе нужно найти массу. Как это сделать, кроме вот той формулы, которую ты приводил? Ну и без весов, само собой. Вы предлагаете сравнить ее с эталонной массой? Но у нас же ее нет. Да, ну а пачка бумаги-то тебе зачем? Тем более известного формата. Помнишь, говорили, что пачка со смыслом стоит? Ну вот, посмотри на нее. Судя по всему, должно быть что-то указано. Да, вот, формат А4. Здесь указаны размеры листа 297 на 210 миллиметров. Ну точно, у нас же листик имеет форму прямоугольника, то есть взяв произведение этих двух величин, мы сможем найти площадь листа. Верно, но главную характеристику, с помощью которой ты сможешь подобраться к массе листа, ты так и не назвал. Сейчас. Белизна, марка, число листов. Во. 80 грамм на метр квадратный. Ага, да. Эта величина называется поверхностной плотностью, ну и для данного листа составляет 80 грамм на метр квадратный. Но фактически она показывает, какая вот масса этого листика приходится на единицу его поверхности. Чем она больше, тем более жесткий листик, как я понимаю. В каком-то смысле да. Для картона, например, ну, который жестче, понятное дело, эта величина составляет вот 100-300 грамм на метр квадратный, в зависимости от того, какой это картон. Ну и вводит эту характеристику обычно для объектов вот, одинаковой толщины. А как она обозначается? Ну, я ее понимаю так. Если бы размеры вот этого нашего листика были бы метр на метр, то масса его бы составляла 80 грамм. Совершенно верно. Обозначается она буковкой вот такой вот сигма.
Ну и по определению поверхностная плотность — это есть отношение массы к площади. Лист имеет форму прямоугольника, поэтому его площадь можно посчитать просто как произведение вот этих вот отмеченных А на Б. Я так понимаю, это как раз вот те числа, которые я первым делом заметил на пачке бумаги. Правильно? Да. Ну вот А это 210 миллиметров, Б это 297 миллиметров. Ну то есть, для того, чтобы определить массу нашего листика А4, необходимо умножить поверхностную плотность этого листика на, соответственно, его площадь. То есть сигма АБ, получится соответствующая формула. Я сделал расчет, только в нем нужно А и Б представить, как я понимаю, в метрах, то есть из миллиметров в метры перевести. Вот что будет. Но нужно это для того, чтобы метр квадратный с этими метрами ушел. Значит, произведение дает 4,9896 грамма, да, то есть вот такой результат получается. До 5 грамм округляй сразу. Но нам же нужно оценить массу конфетки, правильно? Так что мы можем себе позволить округлить массу одного листика. Круто. Один листик, получается, весит 5 грамм приблизительно. Ну, я здесь это отметил. Вот. Я так понимаю, что это как раз наша эталонная масса, с которой мы должны будем сравнить массу конфетки. Да, именно так. Здесь наконец-таки вот сама физика начинается. Фактически нам нужно сконструировать что-то вроде рычажных весов. Михаил Александрович, давайте все-таки снова, наверное, с общего примера, а я его уже постараюсь как-то адаптировать уже под нашу задачу. Да-да-да, так и надо. Ну вот, допустим, у нас с тобой есть жесткий стержень пренебрежимо малой массы. Ну и вот к его концам мы подвешиваем шарик и кубик. Ну и выбираем такую точечную опору, чтобы вот этот стержень, он был в равновесии, ну и принимал четко вот горизонтальное положение. Я так понимаю, нужно сравнить массы шарика и кубика, а стержень выступает в роли рычага? Да, цель сравнить их массы, ну и вот этот стержень для простоты как раз рычаг без массы. Ну то есть она как бы есть, но она просто пренебрежимо мала. Она много меньше масс шарика и кубика. Ну вот теперь мой вопрос. Вот что должно выполняться для этого стержня, если он находится в равновесии? Силы, которые на него действуют, должны быть скомпенсированы. На стержень действуют шарик, кубик и опора. Верно. Давай сразу отметим все эти силы. Значит, можно сказать, что на стержень у нас шарик действует своей силой тяжести. М шарика G. Ну, аналогично кубик. М кубика G. Ну, а опора как бы подпирает этот рычаг, не давая ему провалиться вниз, и воздействует на стержень силой реакции опоры N. N равняется m кубика G плюс m шарика G. G это 9,8 ньютон на килограмм, это ускорение свободного падения, это постоянное. Численное значение этой постоянной не очень важно сейчас. Формула правильная, она описывает озвученное тобою первый слой равновесия вот этого рычага. Но с помощью этой формулы вряд ли мы сможем сравнить массы шарика и кубика. Почему? Мы не знаем силу реакции N. Да, мы с тобой N не знаем, поэтому эти массы сравнить никак не сможем. То есть это нам не поможет. Нам требуется второе условие равновесия нашего вот этого рычага. Правило моментов сил. Да, можно и так его называть. Ну а о чем оно говорит? Давай ты попробуешь его сформулировать. О том, что относительно точки опоры О моменты сил, действующих на наш стержень, должны быть скомпенсированы. Не обязательно относительно любой точки это должно выполняться, если выполняется первый условие равновесия. Но мы с тобой давай не будем сейчас на этом акцентировать внимание, а поедем дальше. Что называется моментом силы F относительно точки, допустим, О? Хорошо. Момент m силы F относительно точки O – это число, равное произведению величины силы F на плечо D. На самом деле это вектор, и в институтах позднее подробно это расскажут. Но в рамках школы мы действительно его вводим как число, это я согласен. Что такое плечо D? Это расстояние от точки O, ну, относительно которой мы момент считаем, до той точки, куда приложена наша сила. Нет, и очень часто в этом месте ошибаются. Это расстояние от точки О до линии действия силы F, а не до ее точки приложения. Это очень важно. Ну, давай попробуем выразить моменты наших сил, всех, которые воздействуют на наш стержень. Относительно точки О давай считать. Момент силы реакции опоры относительно точки опоры О равен нулю, потому что у нас линия действия этой силы реакции как раз проходит через точку О.
Вот, а моменты других сил тяжести, они уже будут, но для них расстояние нужно вводить. Правильно. Ну, расстояние мы введем. Итак, D1 это плечо силы m шарика G относительно точки O, а D2 это плечо силы m кубика G относительно точки O. Но вот здесь расстояние от точки O до линии действия силы совпало с расстоянием от этой точки до точки приложения силы. Ну, это случайное просто совпадение. На самом деле так могло и не быть. Вот, тут то же самое. Ну, итого, момент этой силы относительно точки О это m шарика G D1, а момент этой силы относительно точки О это m кубика G D2. М1 равняется М2. Ну, то есть эти моменты должны равняться друг другу. Причем G сократится, если приравнять. Получится m шарика D1 равняется m кубика D2. Во. Ну, откуда как раз можно выразить массу кубика через массу шарика, умноженную на отношение плеч как раз вот D1 к D2. То есть вот она, конечная формула. Да, этот пример мне понятен, но что делать, если у стержня все-таки будет какая-то масса? Все усложнится, конечно. Ну, я уже ввел, значит, массу стержня ms. На стержень будет действовать его собственная сила тяжести m стержня G. Ну, здесь я ее пока не отметил. Куда она будет приложена? К центру тяжести этого стержня будет приложена. А где он находится? Ну, если он однородный, то этот центр тяжести совпадет с геометрическим центром стержня. Все потому, что однородность предполагает собой то, что стержень сделан из одного материала, и он как бы распределен по всему объему равномерно. А если неоднородный? Ну, по всей видимости, нам нужно знать, как будет распределена по объему масса, вот, иначе мы просто не найдем центр тяжести. Теоретически да, но экспериментально мы все равно сможем найти. Для этого достаточно просто будет подпереть стержень там, чтобы вот он горизонтальное положение принимал и был в равновесии. Собственно, точка опоры будет совпадать с центром тяжести. А как будет выглядеть правило моментов? Ну вот момент М3 силы тяжести стержня, он же добавится? Ну, конечно, добавится. Допустим, наш стержень является однородным, тогда его центр тяжести, точка С, будет совпадать с геометрическим центром этого стержня. Ну, то есть здесь точка С это середина всего вот этого вот стержня. Там приложена сила тяжести М стержня G. D3 это плечо этой силы относительно точки О. Ну, а М3, соответственно, момент. То есть вот он равняется здесь М стержня G D3. Если стержень расположен так, как на доске, то М1 плюс М3 равняется М2. Да, если как на доске, то правило моментов будет именно таким. М1 плюс М3 равняется М2. Но вот здесь важно то, как эти силы относительно выбранной нами точки стремятся развернуть наш рычаг. Той точки, относительно которой мы применяем правило моментов. Это точка О. Но вот эти две силы стремятся относительно точки О развернуть наш рычаг против часовой стрелки. Поэтому их моменты будут с одной стороны этого правила записываться. А эта сила относительно точки О стремится развернуть наш рычаг по часовой стрелочке. Вот таким вот образом. Поэтому ее момент будет с другой стороны находиться. А возможно же такое, что вот нет у нас шарика нашего, то есть нет момента М1, а стержень при этом он вот в равновесии и горизонтальное положение принимает. Миш, правильный вопрос задаешь. Очень метко. Действительно, у нас кубик может быть уравновешен самим стержнем, ну то есть рычагом. Но это надо место, где мы подпираем, получается, изменить. Верно, и это изменит плечи сил. Ну, то есть вот эту опору уже надо делать между точкой С, центром тяжести нашего стержня, и вот той точкой, где кубик подвешен. Ну, как здесь показано на картинке. Значит, L и S это новые плечи вот этих вот сил. То есть М3, момент силы М стержня G относительно точки О, вот он, М стержня GL, да? Момент М2 силы тяжести М кубика G относительно точки О, это М кубика GS, тоже указан. Ну, поскольку М3 равняется М2, да, вот М1 у нас нету, G опять уходит, мы выражаем связь масс. Масса кубика выражается через массу стержня и отношение вот этих вот новых плеч, да, вот этих L к S. Эмма, с этим примером я разобрался, но не очень понимаю, как можно вот эту модель адаптировать под нашу задачу. Ну, то есть вместо кубика у нас, судя по всему, будет конфета. Вот, даже вот у массы индекс будет такой же в виде буквы К. Но что у нас вот стержнем будет являться, то есть нашим А рычагом? бумага зачем? Ну так она же не жесткая, как к ней что-то можно прикрепить? Из листа бумаги можно сделать рычаг. В трубочку вот я бы его не сворачивал, потому что не очень понятно, как крепить конфетку, да и жесткость не та. Ты видел когда-нибудь веер? А, лист же можно гармошкой сложить. Да, это придаст жесткости рычагу, и к нему уже что-то можно будет прикрепить.
Ну вот складывая наш листик, дальше можно его как-то попробовать скрепить, чтобы он не разворачивался. Ну, например, с помощью скотча. Вот. Правда, много клеить его не стоит, чтобы не сместить центр тяжести этого листика. Вот. Ну, попробуй ножницы возьми. Вот легче будет края выравнивать. Ага. Вот. Ну вот здесь требуется определенная аккуратность. Вот. Нужно очень аккуратно складывать, чтобы ничего никуда не смещалось. Тогда и результат наш будет получаться, естественно, лучше. Ну и вот это вот все действительно придаст жесткости. То есть это лучше, чем если бы мы трубочку делали. Это однозначно. Замечательно. Ну вот скотч можно в принципе не использовать, тогда проще будет пальчиком подпереть. Ну давай ты попробуешь это сделать. Отлично. Да, супер. А лист А4, он же однородный ведь, правильно? Само собой, поэтому его центр тяжести находится в середине. Бери рычаг, ну и давай прикрепим к нему нашу конфетку. С помощью скотча. Первый кусочек, да, вот аккуратненько с краю листика прикрепляем. Замечательно. Второй кусочек. Ну, главное, чтобы они были не очень большими, иначе мы сместим центр тяжести нашего листика. Ну и вот сам леденец надо, естественно, конфетку нашу за палочку прикреплять. Вот аккуратненько. Да, скотч, соответственно, вот загибается. Замечательно. Но вот это уже готовая конструкция, довольно жесткая. Очень, по-моему, неплохо получилось. Красиво. Ну, молодец. Все очень здорово. Этот опыт легко повторить в домашних условиях. Можно заменить листик наш чем-нибудь альтернативным и тоже однородным. Ну а вместо нашей конфетки Чупа-Чупс использовать какой-то другой объект. Лишь бы его можно было просто прикрепить к рычагу нашему, и массы, чтобы были вот у этого объекта и того, что мы в качестве листика используем, как-то сопоставимы друг с другом. Попробуйте поэкспериментировать и обязательно отпишитесь. Попробуй сделать опору в виде пальца и добиться горизонтального положения нашего рычага. Чуть левее рычаг. Ага. Вот так хорошо. Нормально. Готово. Молодец. Ну а теперь давай в плане расчетов с тобой разберемся. Фактически вот она схема нашего опыта. Итак, вместо рычага у нас используется лист бумаги массой М-листика, наши 5 грамм. Вместо кубика, соответственно, конфета Чупа-Чупс массой МК. Ну, добиваемся равновесия, делая здесь упор, ЛС, соответственно, плечи. Тогда справедливо, что М-листика GL равняется М-конфетки GS. Вот. G сокращается, ну и получается М-конфетки, это есть М-листика, L делить на S. Ну, то есть мы можем сравнить массу конфеты и массу листа, если мы будем знать плечи L и S. Нет, мы не найдем эти длины, у нас же нет линейки. Нам не длины нужно знать. Я понял. Нам именно отношения нужно их найти. А сделать это можно просто складыванием вот этого листа, подобно тому, как мы в самом начале прикладывали вот этот кусочек дерева к картону. Правильно? Молодец. Фактически нужно сделать то, что сделал попугай в известном советском мультике. Раз, два, левой, правой, два. Вновь добиваемся равновесия, ну и отмечаем нашу точку опоры. Маркер я же могу использовать? Ну, конечно, используй. Давай, отмечай сразу. Ну вот, я с этой стороны это сделаю Давай. и отмечу нашу точку О. Вот что у нас получается. Только не забудь отметить центр тяжести листа. Ну, нашу точку С. Да-да, это его середина. Можно сложить листик просто пополам и по линии изгиба сделать соответствующую отметку. Листик, правда, немножко толстый, и, может, поэтому будет сложно, но мы постараемся это сделать как-то более-менее аккуратно, учитывая, что все уже уравновесили же. Да, то есть вот что у нас получается. На линии сгиба, вот здесь как раз, будет находиться Аккуратно отмечай. наш центр тяжести. Вот она линия. Конфетку можно уже снять, чтобы она не мешалась. Ну и точка приложения силы тяжести конфетки приложена как раз к самому краю этого листа. Да, я ее снял. Итак, вот они наши точки. Тут точка приложения силы тяжести, действующая на конфетку. Это точка опоры, а это точка, где сила тяжести, действующая на листик, приложена. То есть вот они расстояния наши L и S. Тебе нужно найти отношение L к S. То есть нужно понять, сколько раз S должно укладываться в L. Ну и понятно, что это только приблизительно получится сделать. Ну да, поскольку вопрос задачи звучал у нас как оценить. Вот, я думаю, что я вот так разверну листик. Попробуем сложить.
Так, значит, складываем. Смотрим, сколько в LS у нас уложится. Итак, вот это раз, одно S укладывается, два, второе S укладывается, и, ну, чуть больше половины, да, то есть, ну, 2,5 получается, так если оценивать. Раз, два, и еще где-то половинка. Ну, чуть больше на самом деле, ну, 2,5. Нормально, попугаев тоже не целое количество уложилось. 38 попугаев и еще одно попугайское крылышко. Ну, крылышко можно не считать. Ну, то есть масса конфеты, получается, вот этой у нас в 2,5 раза больше, чем масса листика А4. Его масса составляла 5 грамм. Если 5 грамм умножить на 2,5, получится 12,5 грамм массы конфетки. Но я уже отметил все на доске. Значит, вот он расчет, 12,5 грамм. Очень красиво. Там рядышком лежат электронные весы. Достань их. Давай с тобой убедимся в достоверности найденной нами вот этой массы. Ну, я уже поставил электронные весы. Показывают они массу в граммах. Там буква Ж стоит. Определим массу нашей конфетки. Смотрим. Итак, 12,8 грамма. Ну, то есть на 0,3 грамма, получается, мы ошиблись. Я думаю, это связано с тем, что вот это отношение плеч L к S, оно все-таки, ну, было видно, оно больше немножко, чем 2,5. Но все равно это очень здорово. Эмма, а как оформлять это задание? Да, сейчас я это покажу на экране. Понятно, что писать примеры, которые мы использовали, чтобы как-то вот покачать эту задачу, совершенно не требуется. Но вот все остальное нужно отметить. Итак, шаг первый. Найдем массу ml одного листа бумаги формата А4. Именно с ней мы будем сравнивать массу конфеты. Шаг 2. Сделаем рычаг, сложив этот лист гармошкой. Это придаст рычагу жесткости. Шаг 3. Прикрепим к одному из концов рычага конфету чупа-чупс. Сделаем опору и добьемся горизонтального равновесия рычага. Мы получим формулу для расчета массы конфеты МК. Шаг 4. Отметим точку опоры О, снимем конфету и отметим центр тяжести листа. Это его середина, так как он однородный. Складывая лист, оценим отношение плеч L к S. Шаг 5, заключительный. Получим конечный результат. Ответ 12,5 грамм. Записать решение этой задачи к себе в коллекцию, ну там, на листик какой-нибудь или в тетрадочку, можно просто по тому, что только что было на экране. Там как раз самое главное все отражено. Вот. Но задачу мы с вами решили, так что этот ролик, этот урок подходит к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Обязательно оставляйте комментарии под этим видео, делитесь впечатлениями. Ботайте физику, верьте в себя, и все у вас будет отлично. На этом все. Пока.